Привет всем, с вами Наташа, и вы зашли на канал «Замуж в Индию». Посмотрите, друзья, я сейчас прохожу рынок, никого нет. Обратите внимание на рестораны. Все закрыто, абсолютно все закрыто, Парам. Да. All closed. Как во время пандемии. Good morning. Make scam some people with customers. That's why they want rules and regulations must be perfect. Вот все закрыто. Никто сегодня. Бавина магазин закрыт. Рикши сегодня. Сегодня Артура Парам отвел в школу. И абсолютно все родители своих детей сегодня отводили в школу, так как рикши сегодня не работают. Единственное, что это больница, госпиталь, школы, да, работают. Вот так вот пытаются урегулировать сложившуюся ситуацию у нас в Матаране. Некоторые люди обнаглели. Не знаю, вы поняли, что сказал Парам или нет. Вот пытаются донести до людей, что правила нужно соблюдать. А иначе вот так вот будет. Вот туристы покидают Матаран. А такси сегодня тоже не работают. Но если у них есть, конечно, свой собственный транспорт, то никаких проблем. А если нет, тогда как? Придется спускаться пешком. Ну да, на самом деле это не смешно. Тренажерный зал открыт. Собственно, куда мы сейчас с Парамом и собрались. Сейчас позанимаемся, и Парам опять побежит в школу забирать Артура. У него экзамен. Парам говорит, посмотри, все освобождены от дел, от работы. Пришли вот позаниматься. Обратите внимание, сколько тапочек. Тренажерный зал забит. Так вот, у Артура сегодня короткий день из-за экзамена, поэтому только отвел, сразу нужно бежать забирать. Ну все, позанимались очень хорошо. Видите, я обратно иду домой сама, потому что Парам побежал в школу за Артуром, забирать его. Представьте, какая нагрузка у моего мужа. Мне его аж жалко. Получается, с утра он Артура провел это 3 километра в одну сторону, обратно он домой не пошел, чтобы отдохнуть, а сразу же в тренажерный зал позанимался с тяжелыми весами. И опять забирать Артура. Опять та же эстафета. Вот, обращаю ваше внимание, все закрыто, все киоски, все магазины. Насколько радикально. Единственное, что аптека открыта. Я обращала внимание. Еще я видела один ресторанчик был наполовину открыт, знаете, как жалюзи приоткрыты, и там уже стоят наши репортеры. Да, у нас есть в Матаране несколько репортеров, которые печатают новости в газету, но основной их заработок состоит в том, что они замечают какие-то моменты, когда кто-то что-то, например, там нелегально продает, например, и они тут так, как тут, бегом это фиксируют на свои камеры, на свои телефоны. И так, ладно, есть страшно, смотрите, никого нет. Наедине с обезьяной, как в дремучих джунглях осталась. Джимочка, сегодня ты без курятинки осталась. Идем, я тебе кошачьего корма дам. Да, какая разница, кошачий и собачий, все примерно на один вкус. Идем. Вот представьте, да, насколько это... И мы пострадали. А если в глобальном плане рассматривать, сколько у людей планов расстроилось. Даже вот собака облизывается без курятинки сегодня. Потому что, мясная лавка сегодня тоже закрыта. Идем есть сухой корм. Идем. Итак, мои дорогие зрители, сегодня нас на обед ждет деликатес. Особенно меня с Артуром. И это не жареная рыба, а вот здесь вот в тарелочке. Для вас это, конечно, обыденное дело, но для нас с Артуром это экзотика, любимая еда. Сало, которое подарила мне Элла. Представляете, уже, наверное, 2 месяца прошло, а мы растягиваем удовольствие. Я редко нарезаю его, так вот по чуть-чуть. И огурчики соленые, это тоже очень вкусно. Огурчики я сама посолила, а сальцы я порезала мелко и посыпала перчиком и чуть-чуть вот чесночком. Артур, сегодня у нас праздник. Круто, да. Вот, что я хотела сказать. Да, сало я растягиваю удовольствие, но так вообще, в принципе, я никогда не делаю запасов. Потому что всегда можно было купить на рынке все, что захочешь, но
Мне Парам сейчас сказал, что возможно, что даже на неделю все будет закрыто, забастовка будет продолжаться несколько дней. И что дальше? Что мы будем делать? Будем голодать или как? У нас работники работают, делают ремонт, как вы знаете, и мы им даем чай. Обычно всегда мы им готовили милк-чай на молоке приготовленный, а сегодня просто черный чай, ну, черный масала-чай, потому что молоко, естественно, да, впрок не покупаем, потому что оно портится, всегда покупали свежее. А сейчас молочный магазин закрыт. Доброе утро, это мама Вигнеша. Сегодня она поведет деток в школу, как в старые добрые времена. По дороге повторяют, готовятся к экзамену. Последний вздох. Артур, как ты считаешь, ты готов? Да. Сдашь на отлично? Да. Ну все, давай, счастливо, я пошла на йогу. Артур так ртом делает, потому что у него это губы сохнут. Все, счастливо. Итак, у нас уже следующий день. Матеран по-прежнему закрыт. Артура сегодня в школу повела наша соседка, своего сына и Артура. И мы сейчас находимся на йоге. И посмотрите, у нас новая ученица, new student. Come on, покажи. Приша. Прише повезло. Ей не приходится ходить в школу пешком, потому что у нее уже каникулы. Ну давай, ну давай. Ты посмотри, какая, а? Давай. Ты зачем пришла? Why you come in? You come in for do yoga? А уже за телефон тянется. Вот видите, это племянница Нихи, кто не узнал. Ниха ее учит. Good. Потом красивая будешь. Итак, у нас уже послеобеденное время, по-прежнему все закрыто. Отель не принимает туристов. Все киоски на главной улице тоже закрыты. Но есть хорошая новость. История получила долгожданный резонанс. И сейчас, вот посмотрите, все сидят, смотрят в телефон новости. Онлайн, да? This is online? Online. They give speech. MLA coming, Karjat from Karjat. He decide today. Now he decide he in office. Матаран, значит, человек, который управляет Матараном из Карджета, прибыл сюда и решают вопросы. Все главные здесь собрались в офисе, там Прасад Савант, да? Кто? Савант Саб, we are all here. And how is condition? То есть сейчас это онлайн, да? Онлайн. Вот видите, все сидят с такими серьезными лицами, задумчивые. А? Open, на? They open now. Now open? О, классно. Ну, where is tourist? Только где туристы? Сейчас откроют, уже 3 часа, конечно, никаких туристов сегодня не будет. Но все равно, хорошо, знаете, у меня уже яйца закончились. А представьте, как этим людям, которые закупили, это же все неожиданно произошло. Молоко, яйца, это же все портится. Боже мой, и нельзя. Я сегодня специально подспрашивала, ну, может быть, кто-то там из-под полы как-то продает или приносит домой. Нет, нет, ни в коем случае. Все очень строго поддержали эту акцию. Все, кроме таксистов. Но я сейчас хочу вам привести пример, какие именно неписанные законы, правила хотят изменить. Вот это в первую очередь касается таксистов наших матаранских. Сейчас по дороге вам расскажу. Парам меня позвал на радостях, хотя он до этого не говорил. Не знаю, у него такое настроение было подавленное. Сейчас, говорит, Наташа бегом, говорит, хватай камеру, идем вниз снимать, как взрослые отмечают Холи. Помните, в предыдущей серии я вам говорила, что у нас так в Матаране принято. День Холи отмечали только дети и женщины, а вот сегодня выделен специальный день, когда отмечают... О, тут уже, посмотрите, веселье в разгаре. Какие все яркие.
мужчины. И сейчас мы посмотрим напиток Бханг. Я вам обещала. Напиток, который улучшает настроение, снимает стресс. Смотрите, и Джимми с нами. И ты тоже сюда прибежала, да? Что? Что? О, говорит, мы пришли вовремя. Как раз вовремя пришли. Видимо, прямо сейчас они готовят этот напиток. Значит, это... Ага, ну это получается листья конопли. Вот, и посмотрите, кроме того, здесь получается очень полезный напиток. Орехи, миндаль, кешью. Это все измельчается ступой. Ага, вот, видите. Так, ладно, пока ребята готовят, я вам обещала, и сейчас расскажу про наших обнаглевших таксистов. Так вот, вы знаете, что наш Матаран находится на вершине горы, и чтобы к нам сюда добраться, нужно подняться вверх по дороге Серпантин. Ну и туристы приезжают часто на своем собственном транспорте, это ладно, а многие приезжают на такси. Заранее оплачивают из дома сюда на такси, но вот чтобы подняться вверх в Матаран, им не дают. Получается, что они проезжают пост внизу, получается, в Нерале еще, и там их останавливают. Наши таксисты говорят, мол, выходите из этого такси, которое они уже оплатили, и пересаживайтесь на наше. Аргументируют это тем, что, мол, дорога очень сложная, водитель может не справиться, тут должен быть опытный водитель. Ну, короче, именно лапшу на уши вешают, и... Не буду говорить, кто это все покрывает. Ну, и многие пересаживаются, платят 500 рублей, это минимум, а часто вот в выходные и в какие-то праздники цена достигает вообще там и 2000, и 3000 могут загнуть. Вот. Ну, естественно, да, никому это не нравится. Многие туристы потом уже больше никогда сюда не приезжают, естественно, там своим друзьям тоже рассказывают, репутацию портят. А многие сразу же говорят, что нет, мы вообще здесь, мы хотим отсюда, мы не будем туда подниматься. А эти таксисты тоже поддерживают. Ну не хотите, говорит, так тут, в принципе, в Матаране и делать-то нечего. Вот так вот они говорят нашим туристам. Говорят, вот тут вот внизу, говорит, в Нерале столько много, в Нерале, в Карджете, ну вот поблизости вот эти вот города внизу, столько много отличных отелей, где вы будете веселиться до упада, никаких ограничений, мол, они с ними сотрудничают, с хозяевами этих отелей, естественно, да, они, смотрите, Джимми тоже уже поиграла в холле, вот, естественно, да, таксистам платят за эту услугу, что они приводят клиентов, а мы остаемся вот так с носом. Много еще других примеров можно приводить. Многие обнаглели, думают только о себе, в ущерб другим. И вот сегодня, я надеюсь, эти дела решатся. Нюхает окно. Good smell? Ача? Все нормально? Окей. Хорошо. Да, там молочко. Молодцы. Видите, руки в этой краске. Естественно, я пробовать это не буду, даже если бы это готовилось в стерильных условиях. Как-то. Вот еще, типа как сироп, да. Хорошо, вот ананасовый сироп. Говорит, что если добавить туда кислоту, то это придаст эффект, улучшит. Хорошо, все уже поняли, что это за поток. Вот, видите, все, кто будут принимать участие в этом празднике, приносят каждый что-то из дома. Вот этот вот парень, я думаю, многие его узнали, принес сахар. Каждый вкладывает в производство свою лепту. Окей, and maybe we going down, там я слышала музыку, сейчас еще покажу вам быстренько. Finish, there finish. Okay. Они нас приглашают, говорят, когда мы приготовим, приходите испить этого напитка. Я точно пас, и парам тоже пас. В общем, да, из-за того, что на самом деле люди расстроенные. Что? Этот парень ничего не принес, просто. Окей, хорошо. Хорошо. Спешали камин. Так что, в общем, я хотела сказать, что в этом году праздник не удался на славу, потому что
Сегодняшние события, вчерашние события подпортили всем настроение. О, отсюда, видите, отсюда видно наш Параб-хаус. Вот видите? Параб-хаус. Сейчас, сынок, задержись, пожалуйста, я хочу нашим зрителям показать. Значит, Артур сейчас достал из холодильника банку, вот эта вот банка, которую нам подарила Элла. И внутри там что, Артур? Сало. Ну и скажи, зачем ты достал эту банку? Проверить. Говорит, мам, я хочу проверить, сколько там сала еще осталось. Ну и что там? Сколько? Ну еще, да, соль, видите? Сало с солью. Еще 2 больших куска. Ну не трогай, все, положи. Отрезать тебе кусочек? Да. Давай я сделаю бутерброд, и Артур сейчас побежит на занятия к репетитору. Я сама сделаю, там нужно помыть от соли. Давай, я сама сделаю. А ты кота прогони. Маркиза зашла в комнату, Артур. Все, до свидания, Маркиза. Иди ручки помой. Авай. Не жизнь, а рай. Может, Маркиза тоже сало хотела? Зачем она к нам заходила в гости? Видите, как Артур ест? С хлебом. У нас здесь продается только вот такой вот, покажи, Артур. Белый хлеб нарезанный. У нас в Матаране больше никакого хлеба не продается. Ну или пав. Ну и вот так вот мы и едим. Конечно, с черным хлебом было бы намного вкуснее, Артур. Но, увы. Ладно, спасибо и за это. Так, и я хочу это... Идем на улицу, Артур, бегом. Уже сэр ждет. Сейчас я блиц-опрос произведу. Так, что я хотела сказать, друзья. Так вот, меня мой ребенок, мягко говоря, немножечко удивляет. Я думаю, кстати, многих из вас тоже. Вот напишите в комментариях, как вы в таком возрасте относились к салу. Я, например, в 9 лет не была фанатом, хотя у нас сало никогда из холодильника, как говорится, не выводилось. И по сей день, но вот полюбила сало я, наверное, уже в подростковом возрасте. А в возрасте 9 лет все было гораздо банальнее. Гурманом я не была и любила то, что обычно любят все дети. Артур, ну, что я любила? Конфеты, шоколадки. Значит, Артур, блиц-опрос. Готов? Я сейчас буду спрашивать, что ты больше любишь. И ты говори, вот, ну, буду приводить, допустим, хорошо, сало или котлета? Сало. Сало или жареная курица? Сало. Сало или виноград? А смотря какой виноград. А, да? Значит, все-таки какой-то виноград ты больше любишь, чем сало? Ну, вот именно вот лежит на тарелке виноград и сало. Твой любимый виноград или сало? Что ты выберешь? Наверное, двое тоже я люблю. Но больше, наверное, сало. Кишмиш. Хорошо, дальше... Без косточек, он говорит, виноград. Ну, можно, да, сало с виноградом. Значит, хорошо, торт, индийский торт или сало? Вообще, сало, конечно. Артур вообще не любит торты. Ну, кстати, он к сладостям не так фанатично относится, как обычно дети. Хорошо, теперь так, теперь будет, наверное, сложнее тебе. Значит, задумывайся, чипсы, Принглс или сало? О, ну как я тебе, да? Ну думай, вот представь. Тем более, что Принглс... Ну, Артур, ты так рот открывай, объясняю нашим зрителям из-за того, что у него пошорхли губы, он так открывает ротик. Ну, давай. Принглсы. Давай смотри. Давай дальше. Обычные, хорошо, обычные, не Принглсы, обычные чипсы или сало. Сало. Конечно, сало, говорит. Хорошо, что еще? Ну, вот это вот Dairy Milk шоколадка. Ну, сало. Видите, вообще даже не раздумывая. Сладости вообще, видите, не котируются. Наверное, никакая сладость. Чипсы. Вот чипсы, да, стоят на одном уровне вместе с салом. Все, я не знаю, что еще привести в пример. Я не подготовилась, как-то у меня неожиданно возникла эта идея на этот опрос. Ну, короче, что, сало или колбаса? О! На одном уровне. Сало или сосиски? Какие мы ели в Харькове? Сосиски. Хорошо, вот, видите, сосиски. Но он говорит сосиски на сардельке, на самом деле, эти шпикачки. Это самое любимое, на первом месте. Окей, спасибо. А, еще одно скажи, раз уже тебя остановила, застала.
Как говорится, ты последнее время очень редко попадаешь в наши видео. Расскажи, как ты сейчас экзамены сдаешь? Уже 2 экзамена осталось у Артура. Очень хорошо. Ну, как? Ну, результаты пока еще неизвестны, но как ты думаешь, вот, допустим, из 50 баллов примерно на сколько ты сдаешь? Из 48. Ну, молодец. Видите, не зря Артур ходит и ходил к репетиторам. Подтянули его капитально. Так, ну а сейчас я вместе с вами поднимемся наверх и посмотрим, как идет строительство, как идет стройка. Смотрите, Джимми уже тут как тут. Ну, идем, Джимми, показывай. Прогресс. Закрыт ли Матеран или открыт? В любом случае, рабочие каждый день приходят и выполняют свою работу. Ответственно. Парам говорит, сегодня есть что показать. Я стараюсь каждый раз, когда... Good morning. Good afternoon. А, вот, посмотрите, что хотел мне показать Парам. Значит, сейчас будут устанавливать вот эту вот специальную металлическую защиту на окно, чтобы никто, не дай бог, не вывалился. Здесь огромные панорамные окна, прекрасный вид. Arthur आने वाला है. You must hear Arthur. This is I say बोला था. So why you call this today? Что call? Very dangerous, да, indoor. Парам говорит, что осторожно, сейчас во время установки может что-то полететь вниз. Ну вот видите, там тот же молоток может уронить. Кстати, Ганпадбай специально пришел, звезда. Ага, спешили, Парам говорит, специально мы его позвали, потому что он, в этом разбирается больше, чем остальные. His wife, Сангита, окей, she here in Mataran now. Сейчас его жена Сангита отдыхает дома. Так, ну хорошо. Так что Артур сейчас на занятиях, и careful, надо предупредить работников, чтобы они аккуратно ничего не уронили. Ну хорошо. Окей. Сейчас я быстренько заскочу в санузел. Здесь тоже есть что показать. Видите, плитка везде, и на полу, и стены. Повсюду осталось только установить унитаз, раковину. Тоже даже подставка есть для раковины. Все, вот видите, трубы, все уже, электричество. Эту работу уже завершили. Сейчас я вышла на главную дорогу. Караулю Артура. Он может в любой момент возвращаться от репетитора по этой дороге или по этой. Ну и мне нужно его перехватить, чтобы он случайно не попал, не пробегал в тот момент, когда вдруг, не дай бог, будет падать эта решетка вниз или молоток или еще что-нибудь. Вот, сейчас я вам как раз расскажу одну историю, что у нас сейчас происходит у родственников Парама. Да, интригую вас, и буду держать вас в курсе. Значит, по поводу дяди Парама я хочу рассказать. Самый младший дядя, который живет в деревне, вдали от цивилизации, глухая деревня. Мы много раз были у него в гостях, я вам показывала его на видео. У него 3 дочери и 1 сын. Я еще вам рассказывала, посвящала видео этой теме, как ему тяжело. Он не богатый, как тяжело этой семье выдавать дочерей. 3 дочери, да, это приданное, это свадьба, все это организовать. Ну, вот, слава богу, старшую дочь он уже удачно выдал замуж по договоренности брак. И вот уже намечалась свадьба средней дочери. Уже была помолвка, уже назначили день свадьбы. И вот буквально вчера эта девушка исчезла, убежала. Ее украл парень из этой же деревни. И, в общем, ходят споры. Одни считают, что она по собственному желанию с ним ушла. Она никому не рассказывала. Даже ее сестры, получается, не знают. И говорят, что ну как это так, если бы она не хотела, она бы... если бы она хотела, то она бы не согласилась бы на эту помолвку. Жениха ей нашли образованного учителя. Вот. Но большинство все-таки считает, что она по собственному желанию, по любви. Она посчитала, что родители бы ей ни в коем случае не позволили жениться на обыкновенном парне, бесперспективном, без образования, и поэтому вот они решили убежать. Это какой-то ужас. Парам постоянно на телефоне обсуждает. Ну, в общем, они убежали, невозможно им дозвониться. Парам много раз тоже звонил, она не берет трубку. Но кто-то, как из общих знакомых, опубликовал фотографию, где они уже, получается, как поженились.
в индуистских традициях. То есть они не заключали там никакого письменного договора, ну вот прошли там определенный ритуал, то есть уже все. Ну и уже получается, что она уже как потеряла невинность, скажем так, уже все, замуж ее тот предыдущий жених не возьмет. Ну, короче, все в шоке. Да, я буду держать вас в курсе, буду рассказывать, постараюсь, может быть, и фотографию эту приклеить. Все, мои дорогие зрители, всех люблю, целую, обнимаю. До скорых новых встреч. Пока-пока. Кстати, обратите внимание, и Джимми тут как тут, да? Ты мой верный пес. Джимми, скажи пока-пока зрителям. Скажи пока-пока. Помаши лапкой. Пока. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного.